Война. День 344. Ситуация на фронтах. Альянс Свободы. По сообщениям Reuters, США готовят очередной пакет военной помощи на сумму в $2,2 миллиарда. И в этот пакет будут включены бомбы GLSDB. И это довольно важно, так как эти снаряды способны оказывать довольно ощутимое влияние на ситуацию на фронте, как это было летом в случае с HIMARS. GLSDB – это снаряды для установок М270 и HIMARS, но с большим радиусом действия, чем у тех, что сейчас есть на вооружении в Украине. Ground Launched Small Diameter Bomb – это снаряды, имеющие радиус действия 150 км и представляют собой крылатую бомбу с двигателем от ракеты М-26. Если эти снаряды действительно окажутся в Украине, это позволит поражать цели на всех оккупированных территориях материковой Украины, а также северной части Крыма, что значительно усложнит логистику россиян, как это уже было с прибытием HIMARS. Вот только теперь дальность удвоится. Восток. Идут бои по линии Сватово-Кременная. Судя по всему, российским войскам понемногу удается теснить ЗСУ к реке Жеребец. На правом берегу Северского Донца атаки на Белогоровку, Верхнекаменское и Спорное были отражены. Со стороны Солидара россияне пытаются двигаться на северо-запад, атакуя Васюкивку. Продолжаются бои за Красную Гору и в промзоне Бахмута. Тяжелая ситуация на юге от города, где российские войска пытаются выйти к трассе Константиновка-Бахмут. Сейчас их ближайшие позиции были зафиксированы в 2 километрах от дороги. Вчера вечером россияне нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске, убив там мирных жителей. Дальше бои в районе Авдеевки, но каких-либо продвижений не произошло, как и в Марьинке. 24 января россияне начали свою атаку на Угледар, устроив массированный артиллерийский обстрел украинских позиций, в том числе термобарическими боеприпасами ТОС-1. И в отличие от предыдущих ожесточенных боев за Павловку, россияне довольно быстро заняли это село и дачи на подступах к городу. Украинцы на этот раз не стали держаться изо всех сил за эти места, и в этом была логика. Отступив в Угледар, плотный город с высотной застройкой на ровной и открытой местности, ЗСУ предоставили прекрасную возможность для россиян наступать по этой самой ровной и открытой местности. А когда у защищающихся есть в достаточном количестве противотанковых средств и поддержка точной артиллерии, результат такой атаки вряд ли для кого-то может быть сюрпризом. Но, видимо, кроме российских командиров, которые отдавали таковые приказы. Собственно, с начала 27 января в атаку радостно пошли вновь восстановленные мобиками морпехи из 155-й бригады. Попав под точный огонь украинской артиллерии, большинство из них решило навсегда остаться в полях под Угледаром. На помощь оставшимся были брошены российские танки Т-80 и БМП-2. Но, как оказалось, украинской артиллерии не сильно принципиально, кого останавливать в полях – танкистов или морпехов. Потеряв значительное количество техники и людей, россияне вернулись на исходные позиции в ранее захваченные дачи. Но 28 января уже украинские 72-я механизированная и 1-я танковая перешли в контратаку, оттеснив россиян еще дальше, нанеся им урон и взяв в плен оставшихся. Таким образом, россияне в очередной раз потерпели поражение под Угледаром, и теперь интенсивность боев тут снова стихла. Дальше обстрелы вдоль линии фронта, но без каких-либо продвижений. Спасибо за просмотр, буду благодарен поддержке видео лайками, комментариями адекватными желательно, и подписку не забывайте, также колокольчик.